Речь у нас на этот раз пойдет о бухгалтерской профессии, малом и среднем бизнесе. На крупных предприятиях я не работала и не знаю, как там, хотя догадываюсь, что там все-таки получше структурировано. И главный бухгалтер имеет там много помощников и, наверное, занимает подобающее место в иерархии. Так случилось, что я часто меняла работы, пока не нашла адекватных директоров, и всегда стремилась видеть картину в целом и расширять свой кругозор. Поэтому могу сделать анализ бухгалтерской профессии в ретроспективе, так сказать. В период безработицы я как на работу ходила по 2-3 собеседования в день, чтобы увидеть рынок труда и чему-то может поучиться. Собеседование, скажу я вам, интереснейшее мероприятие. Пусть даже они не заканчиваются трудоустройством, но советую на них ходить, чтобы бесплатно расширить свои горизонты видения. Так что посмотрим, что представляет собой бухгалтерская профессия в Украине на данный момент и как мы до этого докатились. Канал Ірини Коновець-Поплавської. А как все начиналось? В 90-м году, когда Украина возвратила свою независимость, то на крупное предприятие налетели приватизаторы. Заводы и фабрики, как ракушки на днище теплохода, стали обрастать кооперативами и малыми предприятиями. В итоге заводы херели, их банкротили и скупали за копейки, потому что денежные потоки перетекали правдами и неправдами, а чаще всего неправдами, в этот самый малый бизнес. Но как бы там ни было, каждому такому малому предприятию нужен был бухгалтер. Соответственно, образовался их дефицит. Старые бухгалтера сначала были в почете, но потом стало понятно, что им тяжело перестраиваться, и тогда стали переучиваться на экономистов, инженеры и товароведы. Молодежь быстро училась, директора обращались за такими деликатными кадрами сначала к самому близкому кругу, все-таки там крутилось немалое бабло от приватизации, деньги шли дурные и не каждому доверишь. Обычно труженицами учетного труда становились дочери, жены, любовницы, сестры, друзья. Леонід Кравчук в 1992 видав указ про перехід України до загальноприйнятної міжнародної практики системи обліку і статистики. На основании этого указа Кабінет міністрів України утвердив концепцію створення системи національної статистики України та державну програму переходу до міжнародних стандартів обліку та статистики. Но эта программа так и не была выполнена. Понятно, что со временем создался дефицит этих самых жен, матерей и любовниц. И бухгалтера начали брать со стороны тех, кто близок к теме, преподавателей по экономике и бухгалтерии вузов. Но все же старались искать финансовых подруг среди знакомых по совету друзей, по рекомендации. Чужие там не гуляли. Причем жены, любовницы и дети не сидели целый день на работе, и не только они. На маленькой фирме это было абсолютно не нужно, и бухгалтера совмещали, брали по несколько фирм, как говорится, на обслуживание. 26 декабря 1992 вышел декрет Кабинета министров Украины про прибутковый податок с громадян. Но он не заработал, аж пока главная государственная налоговая инспекция Украины не выпустила к нему инструкцию номер 12 в апреле 1993. И тогда эта инструкция заработала, а на декрет никто не обращал внимания. Именно с этого времени и повелось, что налоговая интерпретирует законы, как ей заблагорассудится в своих многочисленных инструкциях, а вы, если с нашими трактовками не согласны, судитесь до посинения. О выходе новых законов мало кто ведал. Старые бухгалтера не привыкли следить за законами, интернета не было и горели они на этом страшно. Дело в том, что директора постсовки дурели от денежного дождя, который на них падал, и не подозревая о существовании подоходного налога со всяких благ, оплачивали учебу детей с расчетного счета, отдых за границей под видом семинаров, всякие попойки в ресторанах и т.д. Налоговая тогда шерстила их не по-детски, налоговики приходили на проверки, совали им инструкцию номер 12 под нос. Это носило и обучающий характер, так как бухгалтера узнавали о законах и вообще существовании налоговой.
которая снимала затрат огромные суммы на обналичивающие фирмы и начисляла огромные штрафы за неуплату подоходного налога с дополнительного блага. Так уходили старые бухгалтера, а их места заполняла новая формация. Но еще какое-то время эта новая формация вела по несколько разных предприятий с разными директорами. Все учились на практике, на своих ошибках. Тогда же и возникло многостаночничество. Особо шустрые брали по несколько фирм, но так как банк с платежками еще ходили на своих двоих, то это ограничивало их количество. В 1995 Верховная Рада Украины рассматривала проект закона про бухгалтерский облик, но после недолгого обсуждения законопроект был отправлен на доработку. После 1995 он постоянно дописывался и улучшался, и только 16 июля 1999 президент Украины Леонид Кучма подписал закон про бухгалтерский облик та финансовую звітність в Украине. День принятия этого законодательного акта стал в Украине официальным профессиональным праздником Днем бухгалтера. 31 марта 1999 приказом министра финансов Украины были введены первые 5 стандартов бухгалтерского учета. А теперь посмотрим вдумчиво, что же это за профессия такая бухгалтер. Или главный бухгалтер, если у него есть подчиненные. Вопрос не праздный, как мы увидим далее. Слушаем внимательно. Согласно закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16 липня 1999 головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності. Організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. То есть бухгалтер обеспечивает правильность ведения учета, чтобы на основании этого он мог составить и вовремя сдать финансовую и другие виды отчетности. Также он следит, чтобы на счетах правильно отражались хозяйственные операции. И тут самое интересное, что такое эта самая господарська операція. Це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань власному капіталі підприємства. Проще говоря, все работники предприятия шуршат, что-то покупают, продают, возят, перевозят, обслуживают, берут что-то со склада, и каждое их движение, каждый чих – это изменение в структуре активов и обязательств, которые бухгалтер обязан правильно отразить на своих счетах. Поэтому и называли их раньше счетоводами. И потом этот счетовод подает много отчетностей всяких и разных. Работа бухгалтера ответственная, очень интересная, творческая и требует внимательности, специальных знаний и уважения. Понятно, что для того, чтобы отражать каждый чих на счетах, нужна квалификация. Надо знать план счетов как минимум. И открывались для этого курсы многочисленные, и после этих курсов бухгалтера на маленькой фирме могли вполне работать, или они шли на большие предприятия, и там их ставили на отдельные участки учета, чтобы они учились работать с документами и набирались опыта. Но проблема в том, что план счетов – это еще не все. Как максимум бухгалтер обязан уметь читать законы. А с этим напряг до сих пор. В Украине и юристы не всегда умеют читать законы. Ссылка вверху, как это наблюдалось с юристкой медицинского вуза, которая не понимает, что такое конфиденциальная информация и путает ее с персональными данными. Так что говорить о бухгалтерах? Не каждый из них способен видеть дух закона, донести свою позицию до налоговой и отстоять ее. А налоговая сама путается в трех соснах. Многие свое показное крючкотворство и анализ запятых выдают за образованность. А законодательство тогда менялось в турборежиме, и это была страшная проблема. Один малограмотный недоучка законы пишет, потому что социальных лифтов в Украине не было и нет. Другая недоучка, сидящая в налоговой, их интерпретирует. А третья – это бухгалтерка, конечно,
конечное звено. Она тоже интерпретирует, но по-любому будет виновата и оштрафована. Так вот, бухгалтер имеет дело с постоянно меняющимися законами, и чтобы уметь их читать, для этого нужен кругозор и, самое главное, логика и высшее образование с хорошими преподавателями. Курсы такого не давали. На курсах мог выучиться бухгалтер по какой-то операции, по зарплате, по учету материалов, по ВЭД. Можно допустить, что есть такие самоучки, которые могли с этим справиться и без кругозора, но таких единицы. Законы Украины не ставили условия наличия высшего образования для бухгалтера и сейчас не ставят, кроме підприємства, що становить суспільний інтерес. А зря. Это бы изменило рынок труда. Хотя, опять же, высшее образование сейчас настолько обесценилось, что и тут со мной многие поспорят. Теперь, внимание, самое главное, что надо понимать о профессии бухгалтера. Бухгалтер – это регистратор фактов хозяйственной жизни. Запомните это определение. Регистратор, а не участник. Участники хозяйственной жизни – это все остальные работники, менеджеры, директора, рабочие, кладовщики и так далее. Разъясним этот момент. Бухгалтерский учет традиционно строится на данных о фактах хозяйственной жизни, то есть исторических, прошлых данных. Бухгалтер – это тот, кто делает записи о фактах хозяйственной жизни, то есть регистрирует их на определенных счетах, регистрах. Регістр бухгалтерського обліку, обліковий регістр – це елемент організації бухгалтерського обліку на підприємстві, призначений для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах для відображення на рахунках бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності. Іменно потому, что бухгалтер подает в отчетности события прошлой жизни, ему дается на составление отчетов несколько недель. Теперь почитаем, как профессия бухгалтера интерпретируется на Западе. Бухгалтеры – это финансовые специалисты, которые несут ответственность за серию счетов, частных или государственных. Эти учетные записи могут принадлежать как корпорации, так и частным лицам. Таким образом, они могут найти работу в корпорациях разного размера, от малых до крупных, правительствах, различных организациях, таких как некоммерческие, или они могут открыть свою собственную частную практику и работать с ФОПами, которые пользуются их услугами. Они выполняют несколько бухгалтерских обязанностей, которые варьируются в зависимости от того, где они работают. Бухгалтеры проводят анализ счетов, проверяют финансовые отчеты, документы и другие отчеты, чтобы убедиться, что они точны. Проводят плановые и ежегодные аудиты, проверяют финансовые операции, готовят налоговые декларации, консультируют по вопросам, требующим большей эффективности и экономии, и проводят анализ рисков и прогнозирование. Вот и весь круг обязанностей бухгалтера. А теперь вернемся в нашу бедную Украину 90-х, а там начинается движуха, которая поначалу не представляла проблемы, потому что пока еще не приняла большого масштаба. Постепенно стали выделяться две категории работников учетного труда. Одни хотели развиваться как специалисты, утверждаться как профессионалы и настойчиво шли таким путем, и тут как кому повезло, потому что им было не сладко из-за небольшого спроса и растущего количества коллег. Директора часто хотели других качеств – преданности, умения обналичивать, сидеть с ними по вечерам, быть правой рукой, по сути, замом по финансам. Другая категория приспосабливалась под требования директоров под лозунгом «лишь бы платили». Они хватались за все, отвечали за все. Это было очень востребовано. Такие были на расхват. Также надо понимать, что этому способствовало. Не все предприниматели так сразу создавали юрлица. Часто они организовывали сначала ФОПы и долго работали как ФОП, формируя в себе ФОПовское такое мышление. На таких я насмотрелась очень и очень. Это такой тип, везде все сам, куча ФОПов на жену, тещу и так далее. Знаете, такой суетливый персонаж. Учет у ФОПов никакой, наличка по карманам. За несколько гривен раз в квартал кто-то сдает отчет или сам он их вбаяет. А тут как бы бизнес расширяется, уже подпирает, и такой фоповец создает юрлицо. И нужен уже настоящий бухгалтер, чтобы наладить учет изначально правильно. Но мышление у директора фоповское, а у него уже есть наработки, то есть поставщики, клиентура. Если при фопе это было семейное, и там хоть на голове стоите, нас это абсолютно не интересует, но если вы нанимаете хотя бы одного работника со стороны, то он должен прийти и знать четко свои обязанности и
понимать, за что он отвечает и за что получает деньги. Семейные фирмы – это часто вообще проблема. Как правило, кто-то один из них тянет, там папа или мама, а к нему прилепляются паразиты, которые не хотят идти в свободное плавание. Я была на собеседовании в одной такой юридической фирме, где мама – это целый кандидат экономических наук, и под конец собеседования она, так не стесняясь, и говорит: только кроме всего этого, мне надо еще сынку моему инвентаризацию время от времени проводить, пиво ему считать, бо он пивом торгует. Ну и там по мелким поручениям моего 40-летнего бовдура, который сам не способен организовать пространство вокруг себя. Так вот, возвращаемся к новоствореному юридическому лицу. Единственная задача бухгалтера – організувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операций. Есть хозяйственная операция, что-то купили или продали, взяли кредит и т.д. И есть счета бухгалтерского учета, своеобразный язык для специалистов, в которых непосвященный не разбирается, а значит, что бухгалтер – это профессия, как врач, как программист, как инженер, как конструктор. Настоящий бухгалтер приходит на предприятие и сразу интересуется, какие у него условия, чтобы организовать этот самый контроль за отображением на счетах хозяйственных операций. И для этого ему нужна как минимум программа лицензионная в первую очередь. Мы ее устанавливаем, налаживаем учет и четко распределяем, кто чем занимается. Менеджер по закупкам выписывает себе доверенности, менеджер по продажам считает накладные и всякие ТТН. И тут ступор, потому что менеджер – это пока он сам новоиспеченный директор-фоповец, а он не желает и не понимает, что ему кто-то там ставит свои условия и надо тратиться на лицензионную программу. Денег пока нет, не заработали. Мне вообще машину заправить надо и много чего купить. Ищи ломаную. У тебя нет ломаной, так что ты за бухгалтер? Что там еще? Путевые листы – это твоя проблема. Так начинался бухгалтер единственный. Это уродливая, не предусмотренная никакими классификаторами и здравым смыслом позиция. А как должно было быть? Когда создается маленькое предприятие, на нем уже как минимум 4 работника. Директор, бухгалтер, менеджер и офис-менеджер. Помните мэтра Роше? На него работали секретарь-телефонистка, клерк, личный секретарь и машинистка. Потому что если вы создаете предприятие, то должны понимать, что это уже маленькая организация, и она требует наличия специалистов и тех, кто их обслуживает. Повторяем, задача бухгалтера – організувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операций. И вот бухгалтер делает первую операцию – создание уставного фонда, проводка дебет 46, кредит 40, и все понеслось как снежный ком. Бухгалтер пока один, но правильную основу надо закладывать сразу, иначе скоро будет хаос. Секретарь – это девочка или мальчик, или дама средних лет, кто угодно, кто сидит на телефоне целый день на месте и замыкает круг. Помните? Секретарь-телефонистка мэтра Роше единственная, кто сидел на фирме целый день. Остальные работали почасово. Кому-то надо на почту ходить, канцтовары выписать, следить за порядком, отвечать на звонки. И это офис-менеджер. Если директор хочет экономить, то только за свой счет. Экономишь на секретаре, сам бегай на почту, отвечай на звонки. Но, как правило, они пытаются спихнуть все это на тех работников, которые у него есть. Типа, раз я плачу тебе, то делай, что скажу. И начинается беспорядок за счет копеечной экономии на секретаре. Напиши письмо, сходи на почту, пойди туда, пойди сюда. И взор чаще всего обращается на бухгалтера как слабое звено. Потому что даже если есть менеджер, то это священная корова. А бухгалтер – это бездельник. Ну что он там делает? Поклацал в компе полчаса и умелся. И ставят при собеседовании условия. Нам нужен бухгалтер единственный, работа с 9 до 18. Вот мы видим образчик такой вакансии, где на фирме изначально не понимают, что главный бухгалтер – это тот, у которого есть подчиненные, потому он и главный. А если фирма небольшая и подчиненных нет, то это просто бухгалтер. Так бухгалтер превратился одновременно в регистратора и участника хозяйственной жизни. А для профи это западло. Это потеря профессиональных качеств и, собственно, себя в профессии. Уже нет времени расти профессионально, голова забита кучей других дел, а директора ценят только выполнение своих поручений. Оплатила счет, и ты молодец, всегда под рукой. Договор найти, кофе сварганить, потрындеть, сбегай туда, сбегай сюда. Но мы еще помним
Бухгалтер – это регистратор фактов хозяйственной жизни. Он не участвует в процессе, он над процессом. Вы работаете, а он фиксирует каждое ваше движение на определенных счетах и сдает отчеты. И неуверенный в себе бухгалтер, недоученный или просто поддался на манипуляции директора, начинает потихоньку выполнять все эти его поручения, оправдывая себя приказкой, лишь бы платили. Аппетиты директора растут, он прибавляет по 5 гривен к зарплате, зато расширяет круг обязанностей. И бухгалтер уже не регистратор, а черти что. И надо отметить, что так как работа регистратора фактов не очень видна, а у директора налички полные карманы, то скоро он прямо говорит, что вся эта ваша бухгалтерия его не интересует, потому что его интересует учет налички и выполнение его поручений. И регистрация фактов превращается в общественную нагрузку. Позиции бухгалтера и авторитет падают, ведь она за прибавку к зарплате готова сделать что угодно. Она же все равно сидит целый день. Регистрировать факты небольшой и даже средней фирмы не может занимать 8 часов в 21 веке ежедневно. Бухгалтер может заменить много кого, а его никто. И это признак профессионализма. Свою работу он уже делает спустя рукава, потому что директор ее не ценит все равно, бухгалтер приспосабливается. И тут наступает момент истины. Увольняется менеджер. И директор, почесав затылок, говорит: а давай-ка я добавлю тебе еще 5 гривен, и ты будешь менеджером тоже. Тебе что, трудно счет выписать? Ты же его и так выписывала. Это же все равно твоя бухгалтерская программа. Смотри, она так и называется – бухгалтерия. И женщины часто соглашаются. Так они приходят самостоятельно к этой уродливой позиции. Бухгалтер единственный. Это значит, что ты заточка во всех дырках. Там как-то между делом сварганишь свои отчеты. И когда такой бухгалтер единственный уволится, то фирма подаст вакансию и напишет: требуется бухгалтер единственный, другого они уже видят не хотят. Они уже даже не знают, что может быть как-то иначе. Или другой путь потерять себя в профессии. Берут менеджера, а тот: я не буду в программе счета набирать, я на телефоне только, на то я и менеджер. А менеджер священная корова, как мы помним. И вместо того, чтобы сказать ему: делай, как говорят, или до свидос, ему идут на уступки. Ну ладно. У нас есть бухгалтерка, она на все согласна. Она тебе яблоко разжует и в горло тебе затолкает, если нужно будет. И так вся эта система въелась в головы предпринимателей, они реально не знают, как по-другому. На рынке тысячи теток: чего изволите, скажите, что делать, я сделаю. А профессионалов задавили. Они боятся потерять работу, держатся до последнего, если им удалось найти адекватных директоров, где они могут контролировать учет как положено, потому что знают, что за дверями их будут нагинать и заставлять делать массу неквалифицированного труда. А не хочется. Хочется заниматься только своим любимым делом как положено, а не между прочим. Помню, как мне срочно нужна была работа после моих автостопных путешествий в 2012 году. Искала работу, все плохо. Везде требуется бухгалтер единственный. Распределила деньги на зиму, чтобы не встрять абы куда. Через пару месяцев прихожу в маленькую захламленную комнатушку, уже соскучилась за работой, и руки чешутся навести порядок на какой-то фирме, потому что куда ни приду, почти везде бардак. Не все и здесь прекрасно, но директор согласился на лицензионную программу, и менеджер есть, довольно милая женщина. Увольняющаяся бухгалтер рассказала, что сидела в этой комнатушке 2 года, целый день напротив менеджера, только потому, что надо быть у директора под рукой каждую минуту. Зарплата небольшая. Увольняющаяся бухгалтер говорила, что даже бывало и танцевала на этих 3 квадратных метрах, чтобы не сойти с ума. Причем программа у них была, естественно, ломаная, но менеджер через стол ей протягивала писульку и просила набрать счет и сделать полностью реализацию или выписать доверенность. Пришлось мне согласиться на эту позицию, немного подзаработала. За это время научила менеджера выписывать самостоятельно счета и доверенности. И это через некоторое сопротивление, естественно. Все там уже привыкли, что можно работу сбросить на бухгалтера, ведь она все равно там сидит целый день. Но даже после того, как я все автоматизировала, там работы было на полдня до обеда. Продержалась я 3 месяца, ушла на другую фирму, где мне давали свободный график, отдельный кабинет. Я там с удовольствием все наладила, автоматизировала. Там было 3 менеджера, но один из них, Рома, был типа старшего и даже немного замдиректора. Их бухгалтерка удрала, учета там не было от слова вообще, зато она выписывала гордые счета на какой-то ломаной 1С. Рома
Рома с радостью научился сам выписывать счета, платежи делали Рома и директор. В итоге они получили прекрасный учет, были за него спокойны. Потом я отдала эту фирму своей подруге, и она с ними сотрудничала аж до позапрошлого года, пока они не прекратили существование по вине учредителя, который не вкладывал в эту фирму никаких инвестиций, а все заработанные деньги снимал с расчетного счета и тратил на свои личные нужды. В начале 21 века наступил переизбыток бухгалтеров на рынке. Курсы их штамповали как подорванные. Когда вводили бухгалтерские стандарты, шла мощная пропаганда, что бухгалтера станут привилегированной профессией, как в Англии. Пели и заливались соловьем эти грантоеды. О современных грантоедах я уже тоже высказывала, ссылка вверху. Прошлые были такие самые. Надо было отрываться от советского учета, что поделаешь, все правильно, но на введении стандартов дело и остановилась. Те, кто пели соловьем, сами мало разбирались в тех новых эфемерных понятиях, да и цели разные. На Западе завышают себя прибыли, а в Украине стремятся их занизить. Теперь поговорим о так называемом управленческом учете. Когда директора напхали свои карманы наличкой от теневой экономики, то они стали дорываться до бухгалтеров с таким вопросом: а какая у нашего предприятия реальная прибыль, включая те суммы, что у меня по карманам распиханы? А откуда бухгалтер это знает, если эти суммы протекают мимо кассы? И тогда появился управленческий учет. Управленческий учет — это не то, как на Западе, это чисто украинский сленг. На Западе все просто. Там управленкой занимается экономист, базируясь на учетных данных, которые собрал для него бухгалтер, то есть это экономика предприятия. А в Украине управленка, или как ее еще по-шпионски называют, форма 2, это наличный теневой учет в соединении с безналичным официальным. Управленческий учет вели сначала в Excel, а потом программы подтянулись. И тут стал другой вопрос: а кто будет вести этот управленческий учет? Опять же бухгалтера разделились. Одни соглашались подмять под себя весь учет, чтобы не потерять рычаги влияния на директора, а другие считали, что это занадто, им достаточно и официального учета. И это правильно, потому что цели этих учетов разные. В управленческом учете не нужно знать налоговые законы, там вообще ничего не надо знать. Только правильно выводи товар на складе, считай теневые зарплаты и прибыли, и будешь королева. Это отдельная тема, что при каждом директоре рано или поздно появляется дама, на которую он радостно сбрасывает всю организационную работу. Я такого навидалась, а не только я. Каждый может рассказать бездну этих историй. Если дамы нет, то это два партнера, как двое из ларца. Они и на собеседованиях плечом к плечу. Понятно, что главное для директора – это управленка, а управленческая кукушка всегда бухгалтерскую перекукует. Поэтому престиж бухгалтера, который хотел оставаться профессионалом в своей только бухгалтерской сфере, резко устремился вниз. У нас есть управленческая база, а ты там вытягивай из нее, что тебе надо, твои проблемы. Те бухгалтера, кому пофиг влияние на директора, потому что они хотели расти как профессионалы, ушли на второй план. Если их заставляли вести управленку, то они меняли работу. Их легко отпускали. За воротами очередь, и это тешило керівников. А если находился бухгалтер с клеймом единственный, то это даже лучше. Та не выделывалась, а хваталась за все. По причине вышесказанного, свободный график на предприятиях малого и среднего бизнеса стал исчезать. Бухгалтер единственный, он неприхотливый, лишь бы платили. Он и подметать будет, и рутинную работу всякую выполнять, и отчеты сдавать, и с налоговой контактировать. Сколько вы слышали эту фразу: «Я лучше сама все сделаю, а то они там такое наваяют, придется переделывать». И кто уже помнит, что бухгалтер – это только регистратор фактов хозяйственной жизни. Итак, чтобы узнать, нормально ли организовано интересующее вас предприятие, есть три основные проверки. Проверка первая. Сидит ли в вашей бухгалтерии такое инородное тело, как бухгалтер по реализации? В классификаторе, конечно, такой профессии нет и быть не может. На самом деле это помощник менеджера. Бухгалтер по реализации – это язва, чтобы не сказать опухоль, разъедающая бухгалтерию и мешающая ей работать. Знала одного парня. Денис, привет.
Менеджер от Бога, но расходные накладные выписывать не желал, и я его понимала. Он мне всегда говорил, это ваши бухгалтерские бумажки, понимаете? Ему было 30, он много где работал, и у него уже было твердо закарбовано в башке, что любые документы – это проблема бухгалтера. Хотя программа под названием «Бухгалтерия» – это для всех работников. Там есть вкладки для менеджеров тоже, и реализация полностью заполняется менеджерами. А понимала я его, потому что он мертво уговорит купить что-нибудь. А если он не любит выписывать бумажки, так это значит, он имеет на это право, и ему нужен помощник менеджера. А мы видели, что в глазах руководителей позиция бухгалтера упала так низко, что директор пойдет скорее навстречу самому последнему менеджеру. В результате помощника менеджера назвали бухгалтером по реализации и усадили в бухгалтерию. Когда я спрашиваю на собеседовании, какого черта вашу бухгалтерию разъедает помощник менеджера, ака бухгалтер по реализации, то в ответ наблюдаю бровки домиком. А что тут такого? И тогда я задаю другой вопрос. А кто заменяет этого вашего так называемого бухгалтера по реализации, когда тот заболеет или в отпуске? Правильно, другой бухгалтер или даже сам главный бухгалтер садится на это место и выписывает счета и накладные на продажу. И заходит в бухгалтерию самый последний сопливый менеджер и сует главному бухгалтеру каракули свои и говорит: выпишите мне счет и расходную накладную. Вот некоторые деятели предлагают даже как составить посадовую инструкцию бухгалтера на делянку реализации. Как далеко все зашло. Так что, если на вашем предприятии есть так называемый бухгалтер по реализации, и он сидит в бухгалтерии, на вашем предприятии ад и трэш. Иногда на собеседованиях мне с гордостью заявляли: у нашего главного бухгалтера аж 2 помощника. Вау! На деле помощник 1, потому что второй это бухгалтер по реализации. А может и не одного, потому что третий это другой уникум. Бухгалтер по складу, а по сути кладовщик. Бухгалтер не выдает товар. Может быть бухгалтер-материалист, который товар приходует на основании приходной накладной. А спишется товар менеджером по реализации во время выписки расходной накладной. Но если есть склад и товар приходується на склад, і там сидить комірник, то це не бухгалтер по складу. Комірник – це працівник складу, який займається зберіганням, урахуванням і розміщенням товарно-матеріальних цінностей, а також веде прийом і видачу товарів. Опять же, проверочное слово, кто будет замещать этого квази-бухгалтера по складу, если тот заболеет. В общем, понятно. Адекватность организации проверяется по классификатору профессий. Неадекватным организациям возразить нечего, и они просто кинут через губу. А у нас так. Перекручивание понятий – это любимое занятие манипуляторов. Это как взрыв, хлопок, увольнение, освобождение, плен – это эвакуация, кладовщик, бухгалтер по складу, менеджер, бухгалтер по реализации и так далее. Кстати, о налоговых накладных. Это тоже обязанность менеджера по реализации ее составить. Садите им помощника, но не называйте его бухгалтером. Уполноважена особа только проверяет и подписывает налоговую накладную. Раньше можно было назначить лицо, которое составляет и подписывать налоговые накладные, но теперь их подписывает бухгалтер. Опять же, особо резвые считают, что раз подписывает, то пусть и составляет. В качестве домашнего задания скажите своему непосредственному начальнику: раз вы подписываете этот документ, то и составляете его сами. На самом деле налоговая накладная – это механическая операция. Не нужно высшего образования или бухгалтерских курсов, чтобы ее составить и зарегистрировать. Так же, как и клиент-банк. Проверка 2. Документооборот. Это обязанность менеджера по продажам отправить первичку клиенту, а менеджера по закупкам сдать в бухгалтерию правильно оформленные бумаги с подписями и печатями. В реале директора считают зарплату и премии менеджера по циферкам, а не по завершенной операции, когда документы сданы в бухгалтерию или отправлены покупателю. Бухгалтер не должен участвовать в документообороте. Все документы должны ему принести на блюдечке с голубой каемочкой, чтобы он их правильно отразил на своих счетах. Как представлено на этой схеме. Бухгалтер проверяет документы, обрабатывает и сдает в архив. Все. Цветочная фирма, помню, мне звонила по вакансии. Долго рассказывали, что надо делать, а потом только у нас условия. Раз в неделю по вторникам у нас главный бухгалтер работает допоздна, до 23:00, потому что к нам прибывают цветы из Голландии, и мы их принимаем. А какого черта с вами сидит главный бухгалтер, спрашивает. Ну как, посчитать, выписать документы.
И так завелось у них давно. Это ж какая-то первая недоучка на это согласилась. А теперь они пытаются этот содом навязать всему миру. И когда претенденты на эту позицию удивляются, то им просто говорят: а у нас так. Так вот запомните, если менеджер по закупке приходит в бухгалтерию и говорит: выпишите мне доверенность, ТТН, путевой лист или другую хрень, то если бухгалтер не послал его подальше, а кинулся все это выписывать, то поздравляю, у вас не фирма, а шалман. У вас бухгалтер – это придаток менеджера, кладовщика, а может и секретарши. Повторение – мать учения. Бухгалтер – это регистратор фактов прошлой хозяйственной жизни. Он не участвует в создании этого факта. Доверенность выпишешь сам. Принеси, бухгалтер подпишет. ТТН, путевой лист – то же самое. Налоговая накладная – то же самое. Клиент-банк – это тоже текущая операция, а не прошлое. Проверка номер 3. Представьте, что вы заболели, захворали. Вам потребуется доктор, медсестра и, возможно, санитар, чтобы утку вынести. И вы думаете: а зачем они мне все трое? Найму-ка я одного доктора на целый день. Пусть наблюдает за моим здоровьем с 9 до 18. Но это очень дорого. Это только состоятельному человеку под силу. А доктор согласится сидеть скучать целый день, пока он вам понадобится? Так вот, и доктор, и бухгалтер – это специалисты, у них есть своя квалификация. Если доктор согласится сидеть с вами скучать целый день, танцевать на 3 квадратных метрах и ждать, пока он вам понадобится, вы усомнитесь в его квалификации. Да он и потеряет ее скоро, если даже она у него и была. Согласится ли доктор выполнять все медицинские функции, делать уколы, ставить клизмы, капельницу, утки выносить с 8 до 18? Нет, конечно. А кто согласится? Правильно, медсестра или санитарка. По старой схеме, лишь бы платили. Медсестра и санитарка имеют опыт даже. Они вам скажут, что работали в таких-то и таких-то престижных клиниках. Они там обтерлись, наслышались и навидались всякого. Это аналог бухгалтера единственного. Директор нанимает такую медсестру в кавычках или санитарку. И та сидит до поры до времени, изображая из себя бухгалтера, пока не понимает, что пора валить. И идет потом на другое предприятие и так далее. Итак, проблема в том, что в Украине в малом и среднем бизнесе профессия бухгалтера практически исчезла. Те коллеги, которые пытаются держать марку, их все меньше и меньше. Им очень трудно. Зайдите на Word, требуется главный бухгалтер, и какая-то писюшка начинает перечислять его функции, что ему делать. Ни в одной профессии такого нет. Нанимают специалиста, тот говорит, какие условия ему нужны для выполнения работы, и начинается сотрудничество. Давайте разберем одно такое объявление. Дмитрий Нестеров. Он держит фирму, предоставляющую бухгалтерские услуги. И вот Нестеров ищет для своего клиента производственное предприятие главного бухгалтера единственного. Требования более чем. Опыт работы единственным бухгалтером производственного предприятия от 3 лет. Знания по СБУ. Знания налогового трудового законодательства Украины. Это какой суперспец. Я не могу, например, сказать, что знаю все налоговое и трудовое законодательство Украины. Я просто умею читать законы. И когда мне что-то надо, то я лезу туда и выбираю соответствующие пункты и начинаю их анализировать. Никто не знает тотально всех законов, и Нестеров тоже. При этом подчеркнуто, работа на постоянной основе, не временная и не по совместительству. То есть такой спец со знанием всего законодательства должен сидеть с понедельника по пятницу с 8 до 17 на рабочем месте. При этом, как пишет Нестеров, работа интенсивная, то есть от компа не оторвешься. Нестеров требует от бухгалтера самоорганизованности, целеустремленности и готовности работать на результат. Скажите, это правда бухгалтер ему нужен? Целеустремленность и готовность работать на результат. Обязанности. Полное ведение бухгалтерского учета. То есть спец со знанием всего законодательства Украины будет набивать приходные накладные, как это подразумевается, выписывать счета на реализацию, контролировать, чтобы все бумажки были на месте. Работа с налоговыми накладными, а это значит, что предприятие плательщик НДС. И еще неизвестно, сколько там предприятий в реале и сколько ФОПов. При этом нужно еще начислять и выплачивать зарплату, а это отпускные, больничные всякие, индексация. Налоговая
налоговое планирование, а это значит, что надо вовремя сказать директору, сколько не хватает налогового кредита и следить за тем, чтобы не платить много налогов. Подачи всей отчетности перечислять не буду, там может быть до черта ее и самый цимус. Прочие обязанности единственного бухгалтера. Это то, о чем мы говорили. Спец со знанием всего законодательства Украины будет еще и девочкой на побегушках или мальчиком у всех остальных работников предприятия. Пойди туда, пойди сюда. Все это прочее не имеет оно границ. В итоге ты приходишь устраиваться на работу, не говоришь о самой работе, потому что бухгалтер и так знает свои обязанности. Я всегда начинала собеседование с организацией труда. Пыталась выяснить, есть ли у них менеджеры, включая офис-менеджером, и чем они занимаются. И постепенно у потенциального работодателя глаза округлялись в тарелке. Зачем вы все это спрашиваете? Мы вам просто перечислим, что вам делать, и все. Но у бухгалтера на каждом собеседовании первая задача – это выяснить, а что кроме ведения бухгалтерского учета ему еще навесят. Именно поэтому не распространены в Украине бухгалтерские фирмы. Бухгалтерская фирма четко за каждый документ берет деньги, там конкретные расценки. Именно такие фирмы не дают забыть, что такое настоящая бухгалтерия. Дайте нам готовые документы, мы обработаем их и сдадим отчеты. Все. Хотите дополнительные услуги типа клиент банка? За это дополнительная плата. Тут не скажешь, пойди на почту, зайди, забери приходу накладную, тебе что, трудно счет выписать. На таких собеседованиях, когда пытаются отказаться от бухгалтерских услуг, я тоже была. Мы сейчас обслуживаемся, но хотели бы иметь всегда бухгалтера под рукой. Раньше я как-то легче находила работы, потому что выходила прямо на директоров. Им еще что-то можно было доказать, разъяснить. И директора, которых я находила в прямом контакте, бывало, видели рациональное зерно, и мы начинали сотрудничать. Но часто напрямую не получается. Приходите на собеседование, поговорите сначала с какой-то девочкой. Это значит, что туда можно не идти. Правда, один раз я сказала, что не хочу терять времени с девочкой, давайте с вами встретимся. И в итоге мы договорились и долго работали вместе. Напомню, мы говорим о малом и среднем бизнесе. Было еще такое собеседование. Сидит директор и толдычит. Мне надо, мне надо, мне надо, мне надо. И перечисляет, что ему надо, кроме учетной работы. А вокруг кружит типа чай кипятит некая дама, сама вся себя в уши превратившая. Мне надо, жужжит этот тип, это значит, что твоя бухгалтерия это фигня для него. Мне надо экономические таблицы, чтобы ты счета выписывала за место менеджера, следила за всеми документами, чего не хватает, кому-то подзатыльник дать, где-то там в углу мусор уборщица оставила. Что значит чего-то не хватает, спрашиваю я. Менеджер обязан сдать всю первичку бухгалтерию в полном объеме. Это он общается с поставщиками и клиентами. Плохо общается, сними с него пару раз премию, будет как миленький. Типок начинает ныть. Так это водитель ездил получать, а он не понимает в документах. Детский сад. В итоге у бухгалтера нет документов, он должен садиться на телефон и клянчить эти документы у поставщика, и постепенно это входит в его обязанности. Дама с чайником испарилась, а я встала и ушла, чтобы больше не слышать этого идиотского «мне надо». Вышла на улицу и стало легче. Солнце светило, травка зеленела. Сколько было таких собеседований, из которых выходишь и рад, что вырвался оттуда. Немерено. Очень много пакостей наделала в Украине эта дебильная мода дробить предприятия. Опять же примеры собеседования. Двое из ларца страшно доверяли аудиторской фирме. Те сказали: у вас всего одно предприятие, ха-ха-ха, сейчас так не работает. А у них был хороший бухгалтер главный, все налажено. Сами двое из ларца сидели в огромной комнате, а бухгалтерия в двух малюсеньких смежных комнатках. Отмечаю про себя, деньги на сомнительного аудитора не жалко, а создать условия для бухгалтерии желания нет. И так сойдет. В итоге главный бухгалтер призналась мне, что она потому и уходит, что не видит смысла в этой идиотской затее дробить предприятие на 40 ФОПов в 10 юрлиц. Помощников при этом не дают. А с такой организацией бухгалтерию надо в 10 раз раздуть. Ведь при дроблении в разы увеличивается количество отчетов. Плюс постоянные переходы из базы в базу. На это тоже надо время. Нагрузка на бухгалтеров на таких дробленках бешеная. Иллюстрирует это такой случай из интернета. Девушка пришла на IT-предприятие, ей дали вести 60 ФОПов. А со временем навесили еще 70. Работала она по 10-20 часов
без выходных и никакой помощи в виде еще одного бухгалтера компания давать не собиралась. Мол, работается ничего, жива. Как бы страшно это ни звучало, но у нее из-за стресса появились большие проблемы со здоровьем, потеря зрения, выпадение волос, онемение руки и прочее. Обследование показало, что это неврология. Запомните, бухгалтер – это не раб, не прислуга и не личный секретарь, написала девушка в своем предсмертном письме. Эту трагическую историю, естественно, замяли, но скрины остались. При дроблении покупают товар часто на одну фирму, а продают с другой. На первой фирме образуется избыток товара со временем, на другой его не хватает. Помню опять же одно из таких собеседований. Директор сидит как на выданье, хлопает глазами, и как обычно при нем дама курлыкает. Эта жена, видимо, все это и заварила. А нет, не сама. К концу собеседования и аудиторка подтянулась. Как же без нее? От них уходила главный бухгалтер. И они не знали, как выпутаться из ситуации, что товара на ту фирму, что покупали, скопилось на 25 миллионов. И что я собираюсь с этим делать, если они меня выберут? Да ничего. Пусть ваши аудиторки с этой курлыкающей дамой и разбираются. Что тут поделаешь? Раньше надо было думать. На то вы руководители и деньги немалые за это получали. Опять же, организовать трудно, таких дробленках ума им не хватает. Вместо того, чтобы сделать горизонтальную организацию учета, чтобы один бухгалтер товар приходовал, другой зарплату считал, а третий отчеты сдавал, они дают несколько фирм на одного бухгалтера. И получается то, о чем мы говорили. Доктор-санитарка единственная. И первичку набивает, и отчеты сдает, и закон интерпретирует, и ТТН выписывает. Кстати, на собеседованиях не сразу признаются, сколько предприятий хотят навесить на бухгалтера. А потом оказывается, что это несколько десятков ФОПов, включая маму, папу, дедушку, бабушку и несколько юрлиц. Когда-то я почти приняла дела у увольняющейся бухгалтерки, а в конце-то дает мне стопку папок неработающих фирм, по которым надо только сдавать отчеты, якобы неработающих. А потом выясняется, что на каждое оформлено по 3 работника. Иногда по ним сделки проводятся. Я позвонила директору и спросила, почему она мне сказала на собеседовании только о 2 юрлицах и одном ФОПе, а об этой стопке не упомянула. Так что промычала, что не думала, как это важно. Это подразумевалось. До свидания. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Мораль сей басни такова. Я не понимаю, что так пафосно празднуют эти тетечки 16 июля в День бухгалтера. Я не помню ни одного семинара, когда я на них еще ходила, чтобы там упоминали о проблемах бухгалтерской профессии и как-то их пытались решать. Пануют, что наша профессия трудна, и на этом расходятся. А я, например, не считаю профессию бухгалтера трудной, она интересна. А то, что из нее сделали, это не есть профессия. На форумах о том, что я тут наговорила, дискутируют немало, но только в виде жалоб и подбадриваний. Осознание того, что ситуация с бухгалтерской профессией в малом и среднем бизнесе катастрофическая, такого не наблюдается. Нет ни профсоюзов каких-то, чтобы защищали права бухгалтеров. Все эти федерация професійних бухгалтерів и аудиторів України, палата бухгалтерів та аудиторів України и тому подобное обслуживают сами себя как ООН. Не понимаю, какой от них толк. Одна задача – сделать всех бухгалтеров сертифицированными и получить за это деньги. А о том, чтобы защищать права бухгалтерской профессии, намека нет. Кому нужны тут в Украине ваши сертификаты? В общем, навести порядок в этой сфере некому, а сами бухгалтера самоорганизоваться для защиты своих прав не могут, к сожалению, и уже мало кто помнит, что такое бухгалтерская профессия. Дело зашло слишком далеко. Ну, я зафиксировала, как обстоят дела на современном этапе, а что будет дальше, когда мы придем в Европу с таким вот багажом, как оно там устаканится, поживем увидим. Но это будет не скоро. А пока у нас так, как говорят на запущенных фирмах.